Кадр первый, дубер первый, камера, мотор. Всем привет, с вами Арнал Нутелла и папа Илья. И как обычно по вторникам и пятницам мы будем читать интересную книжку. Сегодня мы будем читать «Спокойной ночи, Веста Линнея». Я знаю, что многим деткам, и в том числе тебе, очень хочется спать в родительской кровати. Вот у нас Ариша и Алиса с удовольствием бы спали. Ариша бы приходила к нам по ночам, Алиса до сих пор приходит к нам по ночам. Но сейчас вы узнаете, почему родители всеми руками и ногами против этого. Почему они не хотят, чтобы вы спали с ними в кровати. А мне вот интересно, почему? Сейчас мы узнаем. Тут все написано. Веста Линнея, видимо, тоже очень любила ходить по ночам к родителям в кроватку. Да. Все, начинаем. Поехали. Весте Линнее пора спать. Она уже послушала 2 сказки, пожелала спокойной ночи старшему брату Паулю Акселю, поцеловала младшую сестру Вендлу, обняла Виктора, а мама спела ей колыбельную. Веста Линнея лежит в своей кровати. Она слушает. Она крепко обнимает медвежонка и закрывает глаза. Но вдруг до нее доносится мамин смех. Что там такого смешного? Они что, смотрят телевизор? Почему мне тоже нельзя посмотреть телевизор? Сердито думает Веста Линнея. Почему я должна лежать тут совсем одна? Мама опять смеется. Вендла тихонько стонет во сне. Веста Линнея съезжает вниз. «Дорогая, почему ты не спишь?» – спрашивает мама, одним глазом глядя в телевизор. «Я не могу спать, когда так шумно», – отвечает Веста Линнея. «Марш в постель», – говорит мама. «Но я не могу уснуть, ты так громко хохочешь». И Вендла кричала во сне. Почти кричала, добавляет она, так как мама ей явно не верит. «Ну ладно», – улыбается мама, – «я постараюсь смеяться потише. Буду просто хихикать. Вот так. Хи-хи-хи». Веста Линнея не может удержаться от смеха. «Спокойной ночи, котенок», – говорит мама, – «и не забудь закрыть дверь». Веста Линнея забирается к себе в постель. Веста Линнея никак не может улечься. Она переворачивается на живот, потом на спину, потом на бок, потом пытается спать, как Пеппи длинный чулок. Но так трудно дышать, и она снова ложится головой на подушку. Веста Линнея слушает. По улице с грохотом едет трамвай. Соседская собака, как всегда, лает на лифт. Вендла сопит в своей кроватке. Но мамы теперь не слышно. Совсем. А телевизор вообще выключен. Веста Линнея прислушивается. А вдруг мама ушла? Веста Линнея волнуется. А вдруг она осталась совсем одна? Вдруг мама с Виктором ушли и взяли Пауля Акселя с собой, а ее с младшей сестрой оставили дома? Так и есть, внезапно понимает она. Веста Линнея хватает медвежонка Сасу и с бешеной скоростью съезжает вниз. «Ну что опять случилось?» – спрашивает мама. Она даже поперхнулась бутербродом, когда Веста Линнея влетела в кухню. «Вы так тихо сидите?» – жалуется Веста Линнея. «Я подумала, что вы ушли». Из кабинета выглядывает Виктор. «Что такое? Ты себя плохо чувствуешь? Ты заболела?» – расспрашивает он Весту Линнею. Веста Линнея призадумалась. «Заболела? Может, она и вправду заболела?» «Все хорошо», – говорит мама и подбирает крошки с живота. «Мы дома, никто не уходит. Иди спать». Веста Линнея плетется обратно в комнату и забирается в кровать. Она точно знает, что никогда не уснет. Веста Линнея спит. Ей снится колодец у них в деревне. В колодце живет колодезная ведьма. Веста Линнея видит, как крышка колодца медленно открывается. Веста Линнея просыпается в холодном поту, садится, в комнате так темно. Она вспоминает свой сон и начинает плакать. Потом на цыпочках крадется в комнату, где спят мама и Виктор, и забирается к ним в постель. Веста Линнея залезает под одеяло и засыпает крепко-крепко. А на следующее утро встает бодрая и веселая.
За завтраком мама что-то бормочет себе под нос. «Ты похожа на медведя», — ласково говорит ей Веста Линнея. «На такого, знаешь, с черными кругами под глазами». «На панду», — кидает Паул Аксель. Мама тяжело вздыхает и хочет что-то сказать, но замечает, что Вендла ест варенье прямо из банки. Мама вздыхает еще тяжелее, Вендла смеется. Вендла – веселая малышка. Веста Линнея не хочет, чтобы снова наступал вечер. Она даже не слышит, когда мама говорит, что пора спать. Маме приходится повысить голос, и только тогда Веста Линнея неохотно натягивает пижаму. «Я не могу уснуть». «Неужели мама не понимает?» – думает Веста Линнея. «Ложись в постель». «Мама, я не могу». «Я не заставляю тебя спать, но ты должна лечь». «Ну, мама, здесь ты точно не уснешь. К тому же это не детская передача». Веста Линнея не хочет смотреть телевизор. Она хочет сказать маме, что как только она ложится, она сразу думает про колодец. Но иди спать, иди спать, иди спать. Сколько раз уже можно тебе повторять? Лежа в постели, Веста Линнея старается ни о чем не думать, особенно о дурацком колодце. «Никакой ведьмы нет», — решительно говорит она себе. Вендла сопит в своей кроватке. Весту Линнею это немного успокаивает. На следующее утро Виктор удивленно смотрит на Весту Линнею. «Где моя жена?» – удивляется он. Веста Линнея садится и смотрит по сторонам. Мамы в маминой кровати нет. «Тебе опять снились кошмары?» – спрашивает Виктор. Веста Линнея толком не помнит, но на всякий случай кивает. «Бедняжка», – говорит Виктор, гладит ее по голове и встает. «Где мама?» – интересуется Пауль Аксель, заглядывая в комнату. «Где мама?» – немедленно хочет знать полусонная Вендла. «Где?» Они ищут. В ванной мамы нет, в кухне тоже. Может быть, на балконе? Вряд ли в такой мороз, говорит Пауль Аксель, но на всякий случай все-таки выглядывает на балкон. «Вон!» – вдруг кричит Вендла. «Вон, мама!» И правда, мама нашлась. «Мама, мама!» – Вендла радостно скачет, пока мама не просыпается. «Как ты тут оказалась?» Виктор явно поражен. «Ты что, спала в моей кровати?» – смеется Веста Линнея. Вся семья хохочет. Мама съезжает вниз. «Ловко!» – восхищается Виктор. Когда снова наступает вечер, и всем детям велят марш в постель немедленно, и не забудьте хорошенько почистить зубы, слышите? Хорошенько! Когда мама уже прочитала сказку Паулу Акселю и Весте Линнее, а Виктор спел как минимум одну колыбельную для Вендлы, мама хочет немного поговорить с Вестой Линнеей. Веста Линнея вздыхает. «Послушай меня», — просит мама. «Но я же так знаю, что ты скажешь», — снова вздыхает Веста Линнея. «Ну и что же я скажу? Что я должна спать в своей постели». «Да, именно об этом я и хотела с тобой поговорить». Мама умоляюще смотрит на Весту Линнею. «Понимаешь, я тоже должна спать», — объясняет она. «Если я не буду высыпаться, я не смогу работать и заботиться о вас. Я буду злая, нервная, и тогда будет всем плохо», — продолжает за нее Веста Линнея. «Я что, уже это говорила?» – спрашивает мама. «Конечно, говорила. Веста Линнея знает, что мамы должны спать. Значит, ты все понимаешь», – с облегчением говорит мама. «Ну, конечно, ты же уже большая девочка. Целую, обнимаю. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Двери закрываются. Веста Линнея тихонько напевает себе под нос. Колодезных ведьм не существует. Она старается думать о чем-нибудь другом. Шепчет на ушко Сасси про велосипед, который ей, может быть, подарят весной. Рассказывает, что может проплыть уже почти 20 метров без остановки. Учит, как надо рисовать платья и принцессы. Сава увлеченно слушает. Веста Линнея засыпает. Трах-пах! Сна не в одном глазу, кошмар, тот же самый. «Мама, не надо к маме, мама, мне надо к маме!» Думает Веста Линнея, съезжает вниз и крадется в мамину комнату. Но что это? Занято. Рядом с мамой лежит Вендла. Мама и Виктор не спят. У Вендлы температура и насморк. Веста Линнея возвращается к себе. Ее никто не заметил. «Вот видишь, — говорит мама на следующее утро, — надо просто постараться, и все получится. Каждый должен спать в своей постели». Веста Линнея молчит. Она ест бутерброд с джемом. Вендла кашляет. Сегодня суббота. Это значит, что сегодня можно есть конфеты и смотреть телевизор. Веста Линнея хочет включить передачу про животных.
У белых медведей очень славные детеныши. Я вон тот, самый маленький, который барахтается в снегу, говорит Веста Линнея. А я вон тот самый умный, который прячет свой черный нос, чтобы не спугнуть добычу, сообщает Пауль Аксель. Гав! Гавкает Вендла. Глупенькая, смеется Пауль Аксель. Это не собака, это же тюлень. Давай ты будешь тюленем, а я тебя съем. Вендла хохочет, Веста Линнея смотрит на зимний пейзаж. «Ты сегодня такая тихая», — говорит мама вечером, укладывая Весту Линнею. «Все хорошо?» Веста Линнея легонько кивает. «Спокойной ночи, моя маленькая взрослая девочка». Ночью, когда Веста Линнея просыпается, она сразу вспоминает, что к маме идти нельзя. Она думает про детенышей белых медведей. А может все-таки пойти, проверить, на месте ли мама? Веста Линнея крадется к маме в спальню. Мама на месте. Веста Линнея крадется назад. Веста Линнея уже начала привыкать к тому, что плохо спит по ночам. Мама утром выглядит намного бодрее. Веста Линнея зевает. «Прикрывай рот», — говорит мама. «Я не хочу видеть, что ты ела на завтрак». Неужели это возможно, заглянуть в самый желудок? Но Веста Линнея еще не до конца проснулась, чтобы как следует это обдумать. «Я хочу спать», — скулит Веста Линнея. «Не хочу лежать и бояться всю ночь. Ма!» Но тут она вспоминает, маму будить нельзя. Каждый должен спать в своей кровати. Каждый должен. Веста Линнея съезжает вниз. «Маму будить нельзя», — бормочет она. Она стоит в дверях спальни. Мама и Виктор спят. «О, Господи, что это?» Мама в ужасе склоняется над Вестой Линнеей, уснувшей в дверях спальни. «Что случилось? Почему ты тут сидишь, котенок?» Мама берет Весту Линнею на руки и относит к себе в постель. Веста Линнея почти спит, но тихо бормочет сквозь сон. «Маму будить нельзя. Малышка ты моя», — говорит мама. И глаза ее блестят, когда она укутывает Весту Линнею в свое одеяло и крепко-крепко прижимает к себе. Веста Линнея снова что-то бормочет. «Что ты такое говоришь?» — не понимает мама. «Какой еще белый медведь?» Но Веста Линнея ее не слышит. Веста Линнея просыпается. Мама сидит на кровати и смотрит на нее. «Ты по-прежнему плохо спишь по ночам?» Веста Линнея кивает. «И думаешь про разные ужасы?» Веста Линнея снова кивает. «И как мама догадалась?» Веста Линнея. Я знаю, тебя будить нельзя», — перебивает Веста Линнея. «Конечно, все хотят спать ночью», — говорит мама, — «но будить меня можно. Обещай, что будешь приходить ко мне, если тебе приснится кошмар, и ты сама не сможешь с ним справиться. Обещаешь?» «Что за вопрос? Конечно, обещаю», — думает Веста Линнея и обнимает маму. «Но я не буду приходить каждую ночь», — говорит она. «С некоторыми кошмарами я могу справиться и сама». Улыбнувшись, уютно сворачивается у мамы под боком, как детеныш белого медведя под боком у своей мамы. Конец. Вот так, друзья. Ариша у нас уже знает, что маму будить нельзя, что все хотят спать в своей кроватке. Напишите нам в комментариях, любите ли вы ходить по ночам к своим родителям в кровать. А на сегодня у нас все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока, друзья. Наш любимый партнер — магазин детских книг Вилки Букс.